Где взял? Нашел. Нашел? Ага, сам офигеваю. Мужчина из США обнаружил в старом сарае два заброшенных мотоцикла Suzuki и Honda. This is a Suzuki salvage. Oh, wait a minute, it might be an S40. 2006 Boulevard. I was wrong. Have some electrical issues. This is the CDI box. No battery in it. Left this area since, so this is a shadow. I actually worked on this bike. Джесси из Нидерланд путешествует по всему миру в поисках заброшенных мест. В этот раз он отправился в Германию, где обнаружил заброшенный автосалон Kia и Lada, а также автосервис. Следующий герой видео нашел 10-кратное золотое кольцо с лимонно-желтым камнем цитрин и маленьким бриллиантом. К сожалению, с противоположной стороны второй бриллиант потерялся. Вес кольца 2,7 грамм. Команда, которая занимается реставрацией различного транспорта, нашла затонувшую моторную лодку на дне высохшего озера Пауэлла спустя 30 лет. Раз, два. Они решили забрать лодку под восстановление.
нашли полностью затопленный Chevrolet Camaro SS 2019 года. Эти фотографии появились под аккаунтом Camaro Fest. К сожалению, неизвестно, где это было и что именно произошло, поэтому остается только опираться на эти 4 изображения. К счастью, краска Shock Yellow прекрасно проявилась в слегка мутноватой воде, вероятно, немного облегчив водителю эвакуатора задачу по ее извлечению. Во время прогулки с собакой недалеко от деревни Пагам в западном Сассексе, Англия, 12-летний Роуэн Бреннан неожиданно нашел в поле золотой римский браслет-манжету, датируемый 1 веком нашей эры, то есть возрастом 2000 лет. Такие браслеты вручались римским воинам за доблесть и службу и считались престижной военной наградой, известной как Donum Militaris. Золотой браслет шириной 8,1 мм и длиной 71,3 мм украшен замысловатым декором, включающим 5 параллельных полос. В соответствии с правилами о браслете было сообщено местному офицеру по связям с находками. Несообщение о подобных исторических сокровищах может повлечь за собой уголовное преследование. В стороне от главной дороги в лесу стоит заброшенный дом, который разрушается уже почти 20 лет. Возле дома находится автомобиль Mitsubishi 3000 GT. Дом был построен в 1980-х годах. Семья, владевшая домом, имела детей и внуков и внезапно покинула его во время переезда. Look at this computer. It's an old record player. No way. Дом полный ретро-игр, словно капсула времени из прошлого. It's an old Nintendo. Oh my gosh, and it even has the shooter. That's incredible. Мужчина из США нашел на пляже кольцо из 14-каратного белого золота с 65 бриллиантами. Возможно, посвященных 65-летию или что-то в этом духе. Oh my goodness gracious, guys. I mean, holy smokes, 14K, Mark.
Вес кольца 8,9 грамм. В Солт-Лейк-Сити Дэн Кеннеди ехал на работу и увидел, как из грузовика, ехавшего перед ним, на дорогу вывалился большой оранжевый пакет. Не желая, чтобы сумка стала источником опасности на дороге, Конечно. Дэн остановился и побежал за сумкой. Он быстро понял, что ему буквально на колени упал огромный мешок с деньгами, принадлежащий компании Brinks, которая специализируется на перевозке наличных денег. Неясно, сколько именно денег находилось в сумке, которая была чуть больше метра в высоту и полметра в ширину и весила 34 килограмма. Если учесть, что $1 миллион в 100-долларовых купюрах весит 10 килограмм, а в сумке, как стало потом известно, были купюры по 50 и 100 долларов, то можно предположить, что там было около $2,5 миллионов. Обнаружив содержимое сумки, Дэн попытался преследовать бронированный грузовик Brinks, но безуспешно. Затем он заехал на парковку возле своей работы, где вызвал полицию. На место прибыли 3 сотрудника полиции Хьюстона и извлекли деньги, которые Кеннеди бросил в багажник своей машины. В грузовике Brinks находились водитель и второй сотрудник, отвечавший за охрану наличных. Они сообщили полиции, что наехали на серьезную кочку на съезде с межштатной автомагистрали I-80, но не заметили, как открылся задний замок и выпала сумка. Кеннеди заявил, что ему даже не приходила в голову мысль скрыться с деньгами, добавив, что, по его мнению, большинство людей поступили бы так же. Но что здесь еще скажешь? Законопослушный гражданин. Джесса Пенья, 25-летняя торговка антикварными ювелирными изделиями из Хьюстона, штат Техас, случайно нашла 200-летний 18-каратный золотой портретный браслет в комиссионном магазине, которым управляет католическая церковь и благотворительная организация в ее штате. Браслет, вероятно, относится к поздно-григорианскому или ранневикторианскому периоду около 1835 года с названием швейцарского кантона на обратной стороне щита. Такие браслеты были сделаны в честь наследия регионов Швейцарии. Браслет украшен множеством драгоценных камней, топазом, жемчугом, рубином и стоит около $25 тысяч. В комиссионном магазине, где девушка нашла браслет, он оценивался в $5 тысяч. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.